Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Что ждет? Неожиданности и сюрпризы недели с 14 по 20 октября. Цыганский пасьянс. Колоды Таро. Две у нас. Колода поддержки патронажа ангелов и оракул ангелов. Спроси совет у ангелов, буквально так. Вот мы его и спросим в самом конце нашего расклада. Но вначале неожиданности и сюрпризы. Давайте рассмотрим на вот этих маленьких картах пасьянса, которые у меня не одно десятилетие уже. И посмотрим, что они нам расскажут тоже. Больше событийный ряд, безусловно, они говорят, передают. А в последующем на колоде Таро раскроем, это как наши ощущения, или больше о какой-то ситуации карты нам расскажут. Сам по себе планетарный период октября, да и осень вся, она связана с большой ретроградностью. И еще где-то в октябре может быть некоторая путаница, правда. И планетарно нам как бы звезды обещают, что в начале ноября или до середины больше будет ясности по какому-то вопросу. Мы с вами идем дальше. Неожиданности и сюрпризы. Что есть неожиданность и сюрприз для весов на неделю. Чего это может касаться? А вот тут вам прям по судьбе что-то. Интересно, давайте узнаем. Какие-то судьбоносные могут быть моменты, которые в конечном итоге ведут к благополучию. Не мешайте вашей судьбе, не мешайте вашей карме, хочется сказать и так. Знаете, это вот так даже не про расклад, а именно больше гороскоп планетарный. Могут вернуться, как и люди. Ретроградность все-таки большая. И причем это может совершенно внезапно быть. О себе может напомнить человек. Тот, кого мы не ждем именно. Или на улице, случайно, в магазине, в аптеке, где угодно. Мы тоже кого-то можем встретить. Или еще при каких-то обстоятельствах. Тогда знайте, человек не случайно появляется в вашей жизни. Значит, какое-то продолжение оно следует. Или каким-то образом... Это может быть хорошая дружба. Или когда вы, некоторые неопределенности можете даже с вашими близкими проговорить. Может быть, это будет кто-то из дальних родственников. Или из друзей, о которых вы могли даже забыть. Мы можем примириться, кстати, если это для вас актуально. Вот все идет к радости. Посмотрите, значит, что-то как позитивные события. Или, может быть, это касается ваших согласований по части дома, недвижимости. Или, возможно, и по работе. В целом благополучие, само слово, оно включает в себя разные совершенно направления. Смотрим, пока с вами говорю, разглядываю карты. Семейное счастье. Подкова. И правда, это могут банально вопросы вашего проживания, в каком месте вы можете обустраивать свой дом, делать жилище более комфортным, или как взаимосвязь с вашими родственниками, или, может быть, с родственниками вашего партнера, или что-то вы будете тут на будущее вдвоем, если вы в паре, уже планировать. Для тех, кто один или одна, это как раз в сторону семейного счастья, как будто двигаться надо. Не быть отшельником – это точно, мои дорогие весы, иначе можно упустить время. Посмотрите, все же вопросы дома, жилища или где вы находитесь, не на последнем месте. Конкретно очаг, костер, наше место пребывания, там, где мы приходим отдыхать, там, где мы можем расслабиться, там, где мы чувствуем себя в безопасности. Но вот эти, тем не менее, темы, они будут актуальны у вас в той или иной мере на неделе. И посмотрите, для кого-то конкретно доброжелатель дома, если мы сказали костер, домашний очаг, а здесь еще и ангел выпадает. Это как и поддержка. Это может быть и, сами, точнее, два события, помимо обустройства дома или решения каких-то домашних вопросов. Это может быть в целом как добрый друг или кто-то и по работе, может быть, который вас поддерживает. И этого я тоже не исключаю. Все же мы, опять же, все разные.
Но когда ангел выпадает, это уже хорошо. Мы как будто не одни в этом сложном мире. Любовь, мои дорогие, верность, взаимопонимание. Когда действительно, может быть, среди каких-то житейских бурь или в наше турбулентное время будут важны именно те контакты, те люди, которым вы можете доверять. Потому что есть и те, змея, увы, тоже выпала, ну, которые не очень рады вашим достижениям. Поэтому, как минимум, будет важны две вещи. Не обращать внимания на каких-то злопыхателей. Или внимание, если вы обращаете, но тогда не увеличивать дистанцию конфликта, никому ничего не доказывать. По змее ведь может быть та персона, которая вам не говорит что-то в открытую. Поэтому о себе много не рассказывайте, будьте тайной, будьте загадкой. И вообще много информации лучше до кого-то не доносить. И если есть какие-то планы, лучше их обдумать наедине с самим собой в тишине. Но даже несмотря на это, все равно основная сила – это вот именно ангел, любовь, искренность, дружба, что-то доброе, светлое, дела дома или вопросы семейного счастья, семейного быта, обустройства, благополучия, радости, когда все это вам еще и по судьбе. Иногда, мои дорогие весы, когда выпадает крест именно в этом пасьянсе цыганском, вместе вот с этим венком, кому-то может быть как предложение. Я имею в виду по части союза брачного. Понятно, что это не всех касается, и не всегда это проигрывается. Но для кого-то, если ваши отношения уже как бы подошли к определенной, ну, как точке развития, здесь вы можете заговорить как минимум об этом. Или где-то планировать на последующий срок. А может быть, это вы, мои дорогие мужчины, задумаетесь о том, что есть в вашей жизни тот очень важный человек, с которым вы хотите быть, не просто временно встречаясь, а в более продолжительное время. Действительно, тут какие-то могут быть сюрпризы, очень приятные, и если даже неожиданности, то вам это как будто по судьбе. Тут нужно провзаимодействовать буквально со всем, что приходит на ваш порог. Мы не знаем, с чего начинается вот какой-то судьбоносный мотив. И часто ведь выглядит поначалу, ну, никак, а в последующем означает что-то хорошее. Давайте мы спросим про события ближайших дней у карт Таро, как они видят ближайшее будущее для вашего знака зодиака. Что вам придется адаптировать и организовывать, мои дорогие? Вот такая карта императрица. Мне нечего добавить. Опять же, благополучие. Для кого-то это ваше самовыражение, потому что императрица – символ нового «я». Это значение как бы идет вкупе с тем, что императрица плодовита. У кого-то, правда, может быть, как я беременна, жду ребенка, мои дорогие девочки, для кого это актуально, ну и, соответственно, по возрасту. Но плодовитость еще выражается, это наша креативность, это наше вдохновение. И среди вас очень много творческих людей. Может быть, монетизация творчества, расширение контактов, расширение зоны влияния, расширение вашей популярности. Вот это будет все важно. Вопросы вашего имиджа, мои дорогие. А имидж – это у нас в первую очередь здоровье. Поэтому где-то вот все для вас важно. Как для императрицы не существует того, что можно проигнорировать. Может быть, и вопросы действительно у кого-то дома по этой карте пройдут. Или контактов с родственниками. Но если мы говорим символ нового «я», так это символ нового качества жизни. Вот здесь много разных согласований, возможно, вам придется провести. Ну и, безусловно, вопросы денег тоже. Вопросы финансового довольствия и стабильности. Что еще вам придется организовывать? Уходить, вот кстати, или искать методы для того, чтобы, если был какой-то минус, он больше не повторился. В чем-то может быть нехватка. Так вот, между вашими возможностями или вашими желаниями нужно провести либо параллели, либо, если не получается четкий знак равно, то хотя бы приблизительно какую-то свою траекторию наметить. По этой карте идет также недостаток понимания.
или когда нам кажется, нам никто не придет на помощь. Ну, в первую очередь мы сами себе можем помочь, потому что у вас сильная позиция, и вы в данный период времени, если что-то у вас пробуксовывает, то тогда нужно подумать, а нужно ли настаивать на этом направлении или ускоряться где-то в эту сторону, или, ну, как-то, может быть, пересмотреть методы. Поэтому, да, вы можете, в принципе, здесь как и фильтровать окружение, так и проводить некоторую работу над ошибками, ну, где-то на глубине собственной откровенности с самим собой. Стоит ли мне какое-то дело продолжать? Стоит ли мне что-то развивать? Но могут быть и просто волнения по какому-то конкретному вопросу, когда мы переживаем, что у нас что-то не получится. Вот волнения, они вам не помогут. А вот что-то сбалансировать, аркан императрицы говорит, да у тебя все получится. Больше веры в собственные силы. Не случайно символ нового «я». Ну и если мы в каком-то новом направлении движемся, мы ведь и правда не можем просчитать все до деталей. В чем ваша сила? Мы достанем такую карту. Мои дорогие весы, в чем же ваша сила? Харизматичный лидер. И эта карта, когда, ну, и инновации, или когда мы позволяем, может быть, возобновить какие-то отношения, принимаем важные решения. Но король жезлов или король огня, он пока не действует. Он еще обдумывает, он больше наблюдает. Он хочет, точнее, с одной стороны, удержать собственные позиции. Он не хочет, чтобы что-то поколебало его уверенность, безусловно. Он себе во вред не действует. Но это и вы, мои дорогие, вы в центре внимания. Недаром харизматичный лидер. Вот где-то ваши лидерские качества – это ваша сила. Но ваша сила, не забываем, это еще и дипломатия. Обойти острые углы или договориться с кем необходимо. Но поставьте во главу этой недели те желания, которые вы хотите осуществить. Где-то профильтруйте, что наиболее важно. Или как может то или иное событие развиваться. Допустите, что, как и люди, вам могут быть или важны, или нужны на последующий период времени. Поэтому какую-то конфронтацию, может быть, правда, сгладить, нивелировать, потому что на кону ваше благополучие. И вот эти лидерские качества кому-то буквально придется проявлять. А может быть, эта карта где-то дает совет, обрати внимание на собственный имидж. Или на свои какие-то решения. А что еще? В чем ваша сила? Внимание к деталям. У вас на этой неделе закладывается словно долгий путь лет на 10-20, как по Плутону. И правда, вы будете видеть более четкие ориентиры в середине где-то ноября, а то и в начале. По крайней мере, после 20 ноября, когда Плутон перейдет окончательно в знак Водолея. Для вас новая эпоха индивидуальности и возможностей наступает. Понятно, что это не в один день. Это на долгий период времени. И как раз по этой карте и проходит своеобразный марафонский забег. И на этой неделе это как начало, какая-то инициация того дела, вопроса, темы, который будет очень удачен к продолжению. Это мы можем обдумывать вопросы заработков, откуда к нам приходят деньги, каким образом, системы взаиморасчета. По этой карте, почему рыцарь Пентаклей наиболее один из медленных рыцарей, потому что он понимает, торопиться куда-то не нужно. Добрые дела наспех не делаются. И рядом у нас карта харизматичного лидера. Мы сказали, он тоже никуда не торопится и с места в карьер не срывается. Поэтому и вы, мои дорогие весы, куда-то не торопитесь. Сама по себе неспешность какая-то будет вам помогать успеть додумать или решить какой-то вопрос, рассмотреть все варианты. Давайте мы узнаем, что ждет вас на работе. Что ждет весы на работе в неделю в эту. Но мне нечего добавить. Карта сила. Это ваша сильная позиция. Вы как и что-то согласовать, так и не упустить, опять же, возможности. Может быть, это для кого-то совместить одно и второе. К примеру, если у вас две работы, ваше творчество и основной вид работы. Может быть и так. Или важно с кем-то договориться. Все же это старший аркан. Подтверждают как раз вашу силу и где-то силу вашей дипломатии, мои дорогие. Для вас нет ничего невозможного на работе.
Может быть, это вы будете совмещать где-то личную жизнь, кто знает, и ваши способы работы на дому. Для кого-то из вас может и график поменяться. Может поменяться, когда вы прежде ходили в офис, теперь вы захотите рассмотреть как раз, когда вы именно дома работаете или из любой точки мира вы работаете. Тут вообще неограниченные какие-то могут открыться для вас перспективы с учетом этого старшего аркана. Давайте я еще одну карту достану. Ну, в принципе, на работе самое главное держать внутренний баланс, быть честным с самим собой, безусловно. И мы ведь здесь ни с кем не спорим. Но это еще и у нас карта мужества. И значит, несмотря даже на сложные какие-то ситуации, выход вы найдете и из любых обстоятельств. Что же еще? Ну вот сложности они могут быть, потому что есть усталость, мои дорогие. Усталость, уставшие люди делают ошибки. А у вас тут что-то серьезное может стоять на кону. Может быть, это как вот выбирать, ну, придется, да, между какой-то многозадачностью и именно своими направлениями. То, что вы хотите осуществить. Либо это построение карьеры, либо это смена графика, я уже сказала, по части вам удобно в одном графике работать, а, к примеру, новый руководитель, новая метла по-новому метет, вам предлагают что-то другое. Вам может по десятке жезлов буквально, ну, где-то, зная, что вы, к примеру, можете со всеми договориться, добавить каких-то обязанностей, или когда сама по себе неделя такая достаточно насыщенная, турбулентная, и нам показана девушка буквально упала на стол от усталости. А вот эта посуда вечная, ну, пусть на работу нам выпала, она ведь никогда не кончается. И о чем нам говорит эта карта? Обратите внимание, какой-то предмет как будто сияет светом. Но девушка не замечает этого, потому что она уже от усталости не может двигаться. Понимаете, вот оставьте эти 10 жезлов, оставьте эту буквально посуду или какую-то рутинную работу, которую вы не должны выполнять в ущерб собственным планам, мои дорогие. Здесь по карте сила может стоять на кону что-то очень важное. А вы можете включиться в какую-то многозадачность. И как раз это важное упустить. Уставшие люди, как я сказала, делают ошибки, поэтому где-то разграничьте режим труда и отдыха. Сон должен быть как минимум полноценный, иначе вот из-за каких-то стрессовых, может быть, ситуаций или большого объема работы, как раз эти ошибки мы где-то на автоматизме можем и сделать, или мы можем куда-то поторопиться. Нам ведь предыдущие две карты говорят: не спеши. И, может быть, не стоит кому-то что-то обещать. Сохраняйте самих себя. У вас сейчас какая-то удивительная возможность. И даже если вы не хотите куда-то идти, допустим, да, по работе я имею в виду, значит, у вас есть возможность увильнуть. Увильнуть я имею в виду не бросить эту работу, ну, как-то договориться, если у вас на кону стоит, допустим, ваш проект. Какие-то приоритеты вам нужно будет расставить правильные. Что ждет в личной жизни? Давайте узнаем, мои дорогие весы. Как видят карты Таро. Не совсем тут нам про любовь, но шестерка земли – это карта возможностей. Это карта финансового успеха. Это карта, ну, когда у нас появляется как и возможность заработать деньги или решить какой-то финансовый вопрос. Тут буквально ангелы нам помогают. Может быть, это будет связано с каким-то конкретным человеком, мои дорогие, когда вы, правда, можете осуществить какое-то дело. Может быть, это вас близкий будет поддерживать, может быть, и по части финансов. Иногда по шестерке земли, хотя вроде карты финансового успеха, нам говорят о судьбоносном моменте. И мы спрашиваем на личную жизнь. И значит, какие-то могут быть согласования, к примеру, по части недвижимости или имущества, или переезда у кого-то, может быть, даже и так. Или вот еще какие-то судьбоносные моменты, которые будут так или иначе увязаны тоже с финансами. И где-то с личной жизнью. Вот может быть такое. И тогда, значит, как по судьбе нужно с каким-то вопросом разобраться. Может быть, мои дорогие, и правда, у кого-то человек
с которым была раньше какая-то недоговоренность, недосказанность или была ссора. А здесь вы можете помириться. Давайте спрошу, что же в личной жизни для весов еще? Ну, это вообще шикарная карта, девятка воды. Это карта самодостаточности. Ну, конкретно тут прописано, когда наши желания, наши мечты исполняются. И карта счастья. Поэтому что-то позитивно хорошее по части личной жизни, по сфере личной жизни, как поворачивается, и это все по судьбе. У кого-то это могут быть семейные вопросы, повторюсь, которые так или иначе увязаны с финансами. Или, может быть, помощью кому-то, или как документы, которые тоже в конечном итоге как к финансовому какому-то эквиваленту можно перевести. Но и ведь это стабильность в наше сложное время сама по себе самодостаточность проходит по этой карте, поэтому это усиливает ваши позиции. Тут можно провести баланс по всем сферам сразу. Может быть, мои дорогие весы, одна сфера жизни как будто у вас выходит на первый план, но она, значит, подтянет за собой все остальные. Ну, вот у меня еще, в принципе, по финансам как бы был в плане вопрос, хотя нам про в личной жизни как раз про финансы уже все сказали. Тем не менее, раз по нашему сценарию финансы есть вопрос, давайте спросим, что же по финансам. Может быть, какой-то совет дадут. А тут правда какие-то возможности. Важные документы, важные согласования. Это радость, безусловно, какая-то у вас будет. В получении либо конкретного документа, либо извещения, либо какой-то новости. Паж Земли именно в этой колоде – это сам по себе начальный период каких-то глобальных свершений, перемен, каких-то возможностей. Поэтому тут самое главное – не поставить что-то на паузу, но и куда-то не ускоряться, вот так вот планомерно. Ну, как вот какой-то красиво плавный переход. И у кого-то ведь с личной жизнью вот все то, что я говорила по картам пасьянса, может и быть. Не откажитесь, мои дорогие, тут что-то у вас может быть очень интересное. Может быть, у кого-то через заработки, через личное творчество, через согласование по бумагам, документам или через взаимопонимание, личную жизнь. Совет эта карта. Ты готов уже. Вот правда, как будто время настало. У тебя все готово, мои дорогие. Правда, не упустить чего-то на этой неделе. Не сказать кому-то нет. И не включиться вот в эту многозадачность, которая интересна кому-то. Предоставьте людям возможность сделать что-то самим. И даже если тут ведь могут быть такие вопросы, которые касаются, вы бы сделали это хорошо, или еще лучше, или быстрее, или вы специалист в каком-то деле, или вы себе наметили, допустим, взять паузу и куда-то отправиться именно по личным каким-то вопросам или делам. А вас не отпускают, значит, надо, чтобы отпустили. Вот какая-то именно ваша тема, ваша важная составляющая, она должна быть избрана и продолжена. На кону буквально счастье. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.